Ну, есть виды типа чувствительности, которые вы расскажете сейчас, например. Я вам хочу показать схему проводниковых путей глубокой и поверхностной чувствительности. Итак, первый вопрос. Из скольки нейронов состоит чувствительный путь? Ответ: из 3. Раз. Псевдоуниполярный нейрон в спинальном ганглии. Второй нейрон в задних рогах. И третий нейрон находится в таламусе, где в зависимости от настроения человека, в зависимости от его особенностей личности, в зависимости от его усталости нервной системы, то есть он отдохнувший, скомпенсированная личность, или он астеник, или он невротик, боль окрашивается в эмоции и может усиливаться или ослабляться мозгом. Так называемый эмоциональный триггер боли, или же один из компонентов противоболевой системы. Вот это болевая система. Импульс вошел в рецептор и дальше пошел до головного мозга, дошел до теменной доли, постцентральной извилины, где уже, соответственно, соматотопическому представительству вот этому расположился в какой-то зоне. Если мы раздражаем иголкой кисть, то будет боль именно здесь. Если мы раздражаем подбородок или нос человека, то появляется очаг здесь. А есть антиноцицептивная система, нисходящий путь, который тормозит все системы болевого пути, и человек меньше чувствует боль. Или это химфармпрепараты. Итак, в случае, как проходит путь, не буду объяснять, что болевой, например, температурный, перекрещивается через переднюю серую спайку на 1-2 сегмента выше, попадает в боковой канатик, где, соответственно, закону эксцентричного расположения Ауэрбаха-Флатау поднимается до головы. Итак, если поражен рецептор, ну, какой это будет, например, артрит или гнойное заболевание кожи, ножевое поверхностное ранение, рецептор уничтожен, соответственно, всех видов чувствительности нет. Лен, здрасте. А можно попозже мы поговорим? Я не могу сейчас. Около 12. Спасибо. В случае местного локального воспаления используются нестероидные противовоспалительные средства. Кетарол, диклофенак, найс, ибупрофен. Они помогают идеально именно вот в этой зоне. В том случае, если поражен, ущемлен или перерезан нерв, ну, это будет любая верхняя, нижняя конечность, например, в локтевом канале локтевой нерв, или в лучезапястном канале срединный нерв, да, или это бедренный нерв под паховой складкой, или это седалищный нерв под грушевидные мышцы, или малоберцовый в подколенной ямке, без разницы, где какой-то нерв где-то ущемлен. В этом случае будет боль, связанная уже не с раздражением рецептора, а с раздражением нерва именно в этой зоне. Точно так же подается по болевому пути и проникает в теменную долю. Здесь не будут работать на этом уровне нестероидные противовоспалительные, то есть колоть диклофенак человеку с туннельным синдромом бесполезно, он не поможет, для этого есть другие лекарства. Следующее. Если это между нервом и спинномозговым корешком находятся пучки и сплетения. Сплетения, например, и пучок могут пережиматься на уровне таза, на уровне передней лестничной мышцы в шее. Есть точки, которые ты нажимаешь и понимаешь, что там именно сплетение, там участвует еще зачастую сдавление сосуда есть. Поэтому можно понять по вот этим симптомам, что это именно этот уровень. Можно поставить датчик УЗИ. Если мы дошли до уровня спинномозгового корешка, который зашел в спинномозговой канал, то там
вариант компрессии – это ломаный позвонок из-за травмы, из-за того, что позвонок сломался, из-за того, что он хрупкий, остеопороз, например, да, или это метастазы в позвонок, и позвоночник сломался, позвонок и сдавил корешок, или это банальная грыжа межпозвонкового диска. Грыжа сдавила спинальный корешок, и появилась нейропатическая боль. Вы когда смотрели чувствительность, вы смотрели в конце лекции мой доклад про боль? Да. Так вот, нейропатическая боль. Если сдавлен корешок спинномозговой грыжи диска, то тоже возникает нейропатическая боль. Нестероидные противовоспалительные средства не помогают, используются препараты типа карбамазепина, прегабалина и габапентиноидов, которые выпускаются в большом разнообразии дженерических различных форм в нашей стране. Далее, если есть поражение спинного мозга, согласно закону эксцентричного расположения волокон, если сдавление спинного мозга происходит экстрамедулярно, то есть снаружи, из канала, ну, например, липомы спинального канала, который сдавливает снаружи спинной мозг, то сначала пациент наш пожалуется, что у него онемела стопа, потом онемение поднялось выше до коленного сустава, и потом онемела вся нога, потом туловище, только потом онемение дошло до рук. В этом случае мы понимаем, что идет сдавление экстрамедулярно. Это операбельная опухоль, зачастую доброкачественная. В том случае, если у пациента сначала ослабли руки, так как инфильтративная, например, глиома спинного мозга, самого спинного тяжа, эта инфильтративная глиома экспансивно стала расти. Сначала сдавила боковой канатик, где находится рука, дальше сдавила боковой канатик, продолжая свою экспансию по спинному мозгу, рост, туловище, потом ноги. То есть сначала парализуется рука. Мы понимаем, что это неблагоприятное течение заболевания. Почему? Потому что это из спинального канала идет. Сейчас, 1 секунду. Да. Да, доброе. А можно я вам через 1,5 часа позвоню, скажу? Спасибо. Следующее, продвигаемся по каналу. Мы рассматривали уровень сдавления на уровне бокового канатика. Вообще, то, что мы сейчас с вами рассматриваем, называется топикодиагностическое значение поражения проводников поверхностной и глубокой чувствительности на различном уровне. Топикодиагностическое значение поражений проводников поверхностной и глубокой чувствительности на различных уровнях. То есть мы с вами посмотрели уровень рецептора, уровень нерва, уровень сплетения, уровень спинального корешка, уровень половинного сдавления спинного мозга. И далее у нас остается центральный головной мозг. В том случае, если сдавление, поражение или повреждение спинного мозга произошло в одной гемисфере, то в противоположной половине тела человек отмечает утрату всех видов чувствительности. В том случае, если есть сдавление половины поперечника спинного мозга, как вы видите на данном слайде, то если сдавлена половина поперечника спинного мозга, то на противоположной стороне, на 1-2 сегмента ниже, пациент не будет чувствовать болевую поверхностную чувствительность, и ниже уровня поражения на этой же гомо- или ипсилатеральной стороне пациент не будет чувствовать глубокую чувствительность или суставно-мышечное чувство. Вот так вот это будет выглядеть, синдром Браун-Сикара будет выглядеть на картинке, где синим на 1-2 сегмента ниже отмечено
отсутствие чувствительности болевой и поверхностной, и глубокое здесь. Очаг поражения у данного пациента на уровне TH11 слева. TH11 слева, и на этой же гомолатеральной стороне отсутствует чувствительность по проводниковому типу ниже уровня поражения или повреждения, и на контралатеральной, гетеролатеральной стороне на 1-2 сегмента ниже отсутствует болевая чувствительность. Это то, что я вам хотел сказать по теме топико-диагностическое значение поражения пути болевой чувствительности. Вопросы по вот этой теме есть у вас? Это тема сегодняшнего занятия, то, что вот вам было задано.